Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшнее гадание на картах Таро мы посвятим с вами гадание на загаданного мужчину, загаданного партнера. И узнаем, что он думает о вас сегодня, его чувства к вам, его планы и все, что связано с вашими отношениями, что нам скажут карты Таро, оракул, руны из потока. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, на своего загаданного мужчину. Возможно, если смотрят мужчины, настраивайтесь на загаданную женщину. И мы с вами начнем просмотр с того, что по традиции посмотрим вашу ситуацию. Итак, друзья, чтобы вы понимали, ваш ли этот расклад, давайте посмотрим, что у вас в отношениях прямо сейчас происходит. Давайте посмотрим, сделаем такой диагностический срез ваших отношений, да. Что скажет оракул по поводу того, что есть в ваших отношениях. Давайте положим 5 карт. Как обычно, первые 2 говорят о недавнем прошлом, то, что вы успели пережить. Третья карта говорит о том, что происходит сейчас. И 2 карты, они о тенденциях будущего в ваших отношениях. Уверен, что вы уже настроились на расклад. Итак, давайте смотреть. Первая карта. Смотрите, очень сложная позиция, да, на первой карте, но хотя она на месте, да, она на земле заземленная такое. Обычно эта карта больше о какой-то жадности и о том, что кто-то хочет не потерять то, что уже есть. Как минимум, женщина пытается здесь именно царевна, быть первой и главной в этих отношениях. То есть она пытается быть лидером, но это не факт. То есть, как минимум, у женщины должна быть самооценка на месте здесь. И женщина стремится именно не потерять и приумножить. Пока что так. Вторая карта. А ты смотри, что происходит. Ты смотри, прямо женщина не может отпустить. Здесь может быть соперница. И здесь может быть, если вы чувствуете, что ваши отношения ухудшаются, может быть порча, жаба часто о порче. А если вы чувствуете, что ваши отношения становятся не такими красивыми, как были, не такими хорошими, как были, тоже может быть это порча здесь. И если вы чувствуете, что у вас ухудшается качество здоровья, финансовый поток и кожные покровы особенно, то тогда здесь может быть порча на внешность. Если еще недавно вы были в хорошей форме, особенно как женщина, а сейчас вы потеряли корону, сбили вам корону, и вы теряете позиции финансовые и визуальные, внешние данные какие-то, да, может быть что-то с кожей, цвет кожи или где-то какие-то отеклости, опухлости, да, набряки, да, опухоли, да, какие-то, то это может быть симптомом именно магического влияния. Но если взять, просто перенести на мужчина-женщина, да, если убрать соперницу, которая может магичить, то здесь эта ситуация говорит как минимум о том, что позиция каждого из партнеров, она непоколебима. То есть ни женщина, ни мужчина не могут пока что поменять своей позиции в этих отношениях. То есть я занял свою позицию, и я с этой позиции не отойду, не сдвинусь. Ничего не хочу менять. Так говорит женщина, и так говорит мужчина. Я ничего не хочу менять.
Я не буду ничего менять. Меня так устраивает. И есть такая как бы немая конфронтация. Немая или безмолвная конфронтация, или безмолвное соперничество. Да? Я первый. Нет, я первый. Ну и в центре этого еще и ребенок. В центре этого всего еще и ребенок. Ну, что здесь сейчас происходит? Как минимум, раньше у вас были какие-то конфликты, сейчас у вас есть шанс на то, чтобы от этого избавиться и уйти от этого, очиститься, освободиться от этих конфликтов, да, ребенок что-то новое, да, то есть вдохнуть новые отношения. Ваши отношения как минимум застоялись из-за серьезного соперничества или из-за негатива какого-то. Ну, если соперница, там, то понятно, соперница негатив свой шлет. А если просто, если нет соперницы, то нужно освежать это. Если у вас в отношениях прям все супер, то решение или оживление ваших отношений путем рождения ребенка могло бы продлить ваши отношения, дать этим отношениям новые смыслы, или продлить жизнь, или оживить эти отношения может ребенок. Слышите, да? Окей. В будущем вас под вопросом. Будет у вас отношение с этим мужчиной, с этой женщиной, или они пойдут по какому-то другому сценарию. То есть у вас на кону в этом раскладе стоит вообще будущее с этим мужчиной или женщиной, с этим домом, с этой недвижимостью, с этой квартирой. Ну, больше, конечно, это карта о короле червовом и о мужчине, и о будущем с этим мужчиной. Ну и на кону стоит кольцо, и это, возможно, пара. Вот эта пара. Если в ее жизнь не войдет что-то новое, какое-то новое дыхание, то на кону будет и недвижимость, и мужчина, и сам брак, и кольцо, и то, что уже сложилось, и то, что может сложиться еще в будущем. Ну, давайте сделаем теперь резюме к этой ситуации. И я бы так сказал, что учитывая то, что я здесь чувствую, то, что у меня в прошлом справа две жабы, это говорит о том, что каждый стоит на своей позиции так крепко. Каждый из партнеров стоит на своей позиции так крепко, что как бы существует некий риск потерять самое ценное, что есть в этих отношениях. А что здесь ценное? Может быть ребенок. Или шанс иметь ребенка, да, получить. Или недвижимость, дом, или брак, или все в комплексе, да, то есть. Поэтому смотрите, как бы очень сильно натянуты эти отношения, да, получается, в этом раскладе. Окей. Хорошо. Давайте теперь энергетически посмотрим, какая энергия управляет этой царевной, кто бы это ни был. В вашем понимании вы можете думать, что это вы, а вот это, например, ваш партнер или соперница. То есть, какая энергия в царстве этой царевны, да? Ну, здесь энергия света, энергия знания и правая энергия, это хорошая энергия. То есть, по сути, здесь здоровая личность, здоровая женщина, и рядом должен быть здоровый мужчина, как минимум, и здоровый успех. Как минимум он был у вас, да, то есть у этого человека он был. Окей, он был. Давайте теперь смотреть, какая энергия над этой жабой, да. Здесь царевна, здесь жаба. Тоже здоровая энергия. Я не скажу, что прямо это какая-то порча, но тут уже смотрите по своей ситуации. Но вот эта вот жаба, она, как говорится, жабит движение. Она, зажимает движение. То есть вот эта жаба, она статичная, она останавливает.
То есть, что мы жмем? Жмем движение. И она останавливает хорошее движение. То есть, если эта жаба против чего-то, то она против хорошей инициативы. То есть, это жаба за хорошую инициативу, это против хорошей инициативы. То есть, эта лягушка, царевна, она управляет каким-то знанием, она что-то знает. А это ей препятствует, как минимум, двигаться вперед. Какая энергия у вас на вот этом ребенке здесь и сейчас? Тоже светлая. Очень хорошие руны падают пока что. И ребенок может как начать, так и закончить какой-то цикл конфликтности. То есть пока что шансы энергетические на выход из ситуации с позитивным каким-то результатом достаточно высоки. И высшие силы как бы этому пока что помогают и не препятствуют. Персонажи могут препятствовать. Актеры в этой ситуации могут препятствовать. Декорации могут препятствовать. Но высшие силы не препятствуют. Какая энергия у этого дома и у этого мужчины? Тоже хорошая руна, прямая ос. Это божественная энергия. И учитывая то, какие руны и карты выпадают, можно сказать, что эту ситуацию нужно спасать, за нее нужно бороться, и она насыщена позитивом. И разломать ее, или расстроить, или разладить эту ситуацию не нужно. То есть или не стоит ее разрушать. То, что вот здесь сложено сейчас. Что с этим кольцом? Ну вот единственное пока перевернутое кольцо и рост. То есть может быть существенно пока что ограничен рост финансов как минимум. Успех. Циклы могут быть ограничены здесь, и рост отношений может быть ограничен. Ограничен, приостановлен, но не разбитый, не разрушен пока что. Значит, смотрите, Кана, Эвас и Дагас, Кед, О, Кедо, Б. Кедоб. К, Э, Д, О, Б. Вот эти буквы, имена на эти буквы, они имеют значение для этого расклада. Сейчас у меня немножко приходит такой инсайт. Мужчина здесь может не торопиться с семьей и с ребенком, не торопиться, потому что он хочет что-то прояснить для себя. Прояснить как минимум он хочет о женщине. И он пока не прояснит то, что он хочет прояснить для себя, кольцо он ей не даст пока что. А прояснять он будет именно для себя, с точки зрения своих эгоистичных каких-то моментов по поводу ребенка, недвижимости и денег. Слышите, да? То есть еще раз, мужчина не торопится. Почему? Потому что он хочет прояснить отношения с женщиной и отношения женщины к детям, к дому, к браку и к драгоценностям, к деньгам. Услышали? Давайте посмотрим. Теперь попробуем просканировать, да? Что должна узнать или что должна знать женщина прямо сейчас? Смотрите, Кано — это открытое знание, а царевна — это женщина здесь. Или царевна-лягушка, да? Что должна знать женщина прямо сейчас? А она реально не знает. Она должна знать, как примириться, как минимум примириться по этой карте. Как минимум смириться, да? Или как помириться. Как найти
точки соприкосновения с этим жабуром, кто бы он ни был, соперником, соперницей или партнером. И давайте я так пока что скажу, что должна знать эта царевна-лягушка. Она должна знать, как принять то, что есть, и как помириться с тем, с кем нужно помириться. Но также она должна знать, как принять ответственное решение. Почему останавливает этот жаб или эта жаба движение? Или что мешает ей двигаться вперед? Здесь звезда, и почему останавливает? Потому что женщина, скорее всего, это все-таки соперница. Но если это мужчина, если это женщина, тогда она просто соперница, да, как не дает второй женщине двигаться вперед. А если это мужчина, то за его спиной женщина, и опять-таки, потому что за этим мужчиной есть женщина. Она далеко от него, она на дистанции, но она может останавливать и эту женщину, которая действительно остановлена сейчас, и этого мужчину в том числе. Понимаете? Окей. Следующее. Какое прояснение или какой инсайт вам дает этот ребенок, идущий этим путем? Ребенок, идущий этим путем, какой инсайт вам несет? Он несет инсайт о том, что мужчина не отступится от своего прошлого, и что мужчина из прошлого вас не отпускает. Есть ли в этом доме счастье? Есть ли в этом доме счастье? Здесь есть несчастье, или этот дом несчастлив, и этот дом наполнен темными силами, но светлые силы как могут, так и сигнализируют вам о том, что дьявол есть в этом доме. И дьявол может контролировать этого мужчину и эту женщину. Есть ли шансы на то, что кольцо будет ваше? Пока что они 50 на 50, но больше сомнений. Они есть, но они невысоки. И они меньше, чем 50 на 50. Да? То есть шансы сомнительные. Слышите, да? Интересно. Хорошо. То есть немножко такая темновастая картина, да, про отношения. Хорошо. Что думает о вас загаданный человек прямо сейчас? Его мысли о вас. Его мысли о вас. Ну, смотрите, этот мужчина может даже думать о том, что вы родственные души. Именно родственные души. Не пламенные близнецы, а родственные души. Это есть разница немножко. То есть он думает, что вы где-то застряли, ну, допустим, в своих мыслях, в своей позиции. Но это не мешает вам, лично вам, как тому человеку, который смотрит этот расклад, не мешает вам сделать какое-то правильное компромиссное решение. То есть он думает, что вы согласитесь, что вы человек компромисса, что вы можете принять его позицию. То есть тот человек, который о вас думает, он думает, что вы с ним согласитесь. Хорошо. Давайте теперь спросим просто, нравитесь ли вы загаданному человеку внешне, визуально, да, вот когда он на вас смотрит, что он испытывает, когда видит ваш физическое тело, особенно когда оно открытое полностью, да? Ну,
оно ему нравится, то есть вы ему нравитесь, и он, знаете, как хочет долго смотреть на это, да, то есть вы ему визуально нравитесь, и он хотел бы долго с этим быть, то есть он не хочет вас покидать, и это его останавливает. Имейте это в виду. Хорошо. Какую власть над вами имеет загаданный человек, особенно если это мужчина? Ну, если женщина, смотрим женщину. Какую власть над вами имеет загаданный человек достаточно долгое время, да? Он имеет власть над вашим сердцем, но единственное, что, возможно, он причиняет этой властью достаточно много боли, к сожалению. То есть такая власть немножко спорная. Зачем это, да? Ну, это уже отдельная тема. Хорошо. Давайте теперь спросим, коль уж мы пошли пока что по тому человеку, который думает о вас, да? Что не устраивает загаданного человека в вас, или что бесит загаданного человека, когда он с вами имеет какой-то контакт, что выводит его из состояния покоя и от чего он теряет адекватность, да? Смотрите, как интересно выпадает Луна. Здесь прямо сложно сразу сказать, но его выбешивает ваша неоднозначность, ваша непрямота и ваша скрытность какая-то. То есть он видит в себе вашу тень, то есть да, в себе вашу тень и в вас свою тень. Вот правильно я сказал. Он видит в себе вашу тень и видит в вас свою тень. Тут темное царство прямо получается. То есть его выбешивает, что вы где-то закрыты в себе, это раз, внутри себя, эмоционально закрыты, и может быть эмоции негативные как-то либо тщательно скрываете, либо неадекватно транслируете вот этот вот момент. И это его выбешивает. Давайте спросим, в чем больше всего не уверен ваш загаданный человек, особенно мужчина, ну и женщина тут тоже может быть. Мужчины тоже могут сегодня гадать. Этот расклад у нас и для мужчин, и для женщин. В чем больше всего не уверен загаданный человек? Ну, он не уверен именно в чувствах. Смотрите, здесь и Луна, и здесь четверка кубков. Да и тройка мечей, она больше о чувствах, о сердце, да, каких-то болезненных каких-то состояниях. Он не уверен, а нужен ли он вам, а нужны ли вы ему. Ну, то есть не уверен друг в друге. По сути, у вас вроде бы картина вся светлая, да, то есть или вы так... Ваши отношения, они вроде бы как светлые, вроде бы как. И с первого взгляда, если на вас посмотришь, что ничего плохого и нету, да. Но где-то что-то скрывается такое под этим светом, за этим светом, что чрезмерно заставляет сомневаться загаданного человека в ваших светлых чувствах, ваших искренних чувствах и эмоциях по отношению к нему. Ну вот прямо да. Для тех, кто смотрит в разрезе магии, может ли здесь быть магия? Да, может быть, особенно на мужчине. Вот мужчина, дьявол и Луна. Ну, вот она магическая карта, да? Как бы порча раба. Поэтому тогда эта магия может превращать мужчину то в светлого, божественного, да, это вот голос Бога, да, информация от Бога, то прямо в дьявола. То есть он тогда будет очень контрастный такой мужчина, на контрасте, где то он холодный, то он горячий, то он близок к вам, то далек, то он очень мягкий, то он очень жесткий, да, он постоянно разный. И здесь тогда, ну вот где-то вот в центре здесь получается качели.
весы отношений или качели отношений. Эмоциональные качели появляются здесь. Хорошо. Окей. Давайте тогда посмотрим, что он планировал, какие у него были планы по отношению к вам раньше. Вот что было раньше. Да, он имел к вам интерес, у него был, особенно у мужчины, был здесь идеи какие-то постоянные, предложения, динамика, сексуальное влечение по этой карте. То есть вы его заинтересовывали, прямо он не мог с вас взгляд отвести, да, все-таки. Вот раньше это было так. И он вам хотел постоянно что-то новое предложить, да, постоянно стремился к этому. Окей. Хорошо. Какие планы у него теперь вместо этих планов? Предлагать вам что-то новое. Что он может предложить вам сейчас? Пока что он может вам предложить разойтись, разъединиться. И смотрите, здесь вот эта жаба, она на разъединение. Или взять паузу, или подождать. Но как бы предложить вам его отпустить даже, да, потому что ему не сильно, может быть, и хочется уходить по этой карте. Эта карта всегда говорит о том, что нам не хочется уходить отсюда, но приходится, да. И может быть, он и может вам предложить сейчас, да, давай я пока уйду. То есть давай возьмем пока паузу. Вот это пока идет, да. Хорошо. Он любит вас или нет? Давайте спросим. Любит ли он вас по-настоящему, да? Но видите, у него идут трансформативные процессы, и сказать, что сейчас он вас любит, нельзя. Но ситуация может измениться, это все в динамике, поэтому здесь восьмерка, 16, это может быть в любой момент произойти какое-то изменение. Нет, назвать любовью сейчас это нельзя, но это вовлеченность, давайте так скажем, или увлеченность, как минимум. Давайте теперь спросим, почему у вас его дьявол и ваша луна друг на друга, они, знаете, они вроде бы обе темные, вот эти карты, но они друг другу не помогают, потому что здесь он как бы раздражается, да. Что именно выбешивает в вас, и почему эти энергии, ну мы уже смотрели, что именно выбешивает его тень, да, и ваша тень в нем, и его тень в вас, да. Но давайте так скажем, почему так получается, причина этого. Конфликт здесь, видите, внутренний конфликт. Ну и ваш может быть внутренний конфликт, потому что вы же тоже тут как царица, например, или царь. И его конфликт. То есть, по сути, где-то конфликт энергетик идет. Может быть конфликт характеров, кстати, и эмоциональная неустойчивость. А здесь она должна быть поустойчивее по этой карте. То есть вы, может быть, даже придаете значение неким таким моментам, которые, ну, по сути, придавать значение которым, возможно, не стоит. Хорошо. Помнит ли он о вас? Помнит ли он о вас? Или, с другой стороны, можно так спросить. Не задолбали ли вы его? Или не забыл ли он вас? Ну, здесь я скажу так, он помнит. Он помнит. Да, иногда это перегружает его, да, он иногда, но он помнит, и он человек ответственный по этой карте достаточно. Поэтому пока что я скажу, что, ну, он вспоминает о вас. Да. Давайте спросим. Давайте теперь спросим, что он может вам предложить в ближайшем будущем. Все-таки здесь, видите, паж, и мы смотрим, что он может предложить, на какое компромиссное решение он может пойти. Но пока что все-таки подтверждается вот эта карта, и я скажу, что он вам может предложить целебное голодание, да, как говорится, это целительская карта, целебная. Целебное голодание в плане того, чтобы вы поголодали на дистанции друг от друга, да, то есть такое
взять паузу. Я в этом аспекте об голодании, да, поэтому целебное голодание, к сожалению. То есть он может ограничить вас, себя, или сделать так, что вы сами будете этого хотеть, даже так. Хорошо. Если он отдалился, да, отдаление, как скоро он может вернуться к вам? Если он отдалился, как скоро он может вернуться? Внезапно, в любой момент, то, что я говорил. Видите, 2 восьмерки дают 16. Вот она 16. То есть он в любой момент может передумать. Опять-таки, это его характер. Тут дьявол есть. Ну и ваш характер такой самый. То есть здесь два очень жестких таких, ну давайте так скажем, квакающих характера, да, сошлись. И один на другого квакает. И поступиться или уступить друг другу позицию в какой-то точке зрения очень тяжело. Хорошо. Сможете ли вы восстановить эти отношения? Если вдруг захотите их восстанавливать. Сможете ли вы восстановить отношения, если вдруг захотите восстанавливать? Но это будет очень нелегко. Очень нелегко. Особенно учитывая вот эти две карты, эмоциональное ваше состояние. Да? То есть все будет зависеть от эмоционального состояния каждого из партнеров. И чем дольше будет длиться пауза, тем тяжелее будет это восстановить. Хорошо, что может помочь вам восстановить? Или кто может помочь вам восстановить то, что вот происходит? Ну, здесь в любом случае это мужская карта. Но, во-первых, я здесь больше отталкиваюсь от весов. А весы это всегда логика, всегда общение, всегда разговор. И первое это диалог. Вам может помочь посредник, медиатор диалогов. Обычно в этой роли выступают либо друзья, либо родственники, либо психолог. Да? То есть, ну, тут уже вам выбирать. То есть где-то ж какой-то посредник. В этом может помочь мужчина. И объединение вокруг темы финансового роста, финансового развития. Вот такие вот аспекты вам могут помочь. Стоит ли вам первой или первым идти на контакт? Звонить, надоедать, делать знаки и так далее. Ну, пока что карта говорит да. Ну, эта карта говорит да. Особенно если вы мужчина. Но если вы женщина, тоже можно дать о себе знать, как бы напомнить как-то. То есть без фанатизма, как говорится, да. И то, что сверху, то, что и снизу, да, есть. Поэтому как бы все способы такие, которые, может быть, даже где-то и активно напомнить о себе. Тут желто-красная карточка, поэтому это красный настораживающий и желтый предупреждающий сигнал светофора. Да? Поэтому да, нужно заявлять о себе. Хорошо, давайте, готов ли загаданный человек вас потерять? Готов ли загаданный человек вас потерять? Ну, эта карта говорит да, но я не вижу здесь энтузиазма в плане терять. Нет, пока не готов. Пока не готов. А будет ли он вас возвращать? Возможно, скоро. И, возможно, скоро он даст о себе знать. То есть его интерес к вам достаточно сильный. И потерять, возвращать здесь больше не терять. И как можно быстрее возвращать. Пока что, вот видите, все-таки вот этот дьявол, он о чем? Вот эти все руны? О том, что у вас вроде бы как бы все и хорошо, в принципе. Да? Не так-то и все и плохо. Поэтому он будет стремиться как бы, как ни тяжело, но постараться что-то изменить в лучшую сторону. Насколько этот человек обижен на вас, если таковое и есть. Если он обижен на вас. Смотрите, эта карта сегодня интересна, она прям движется. У вас скоро будут перемены, передвижения, видите, прояснения какие-то с обиженным на вас человеком или с тем, на кого вы обиделись. У вас будет прояснение. Смотрите, смотрите, она сама двигается. Смотрите. Оп. Оп. Этот обиженный человек куда-то идет. Оп. Смотри.
У меня стол ровный. Ты шайтан балык. Да что ж такое? Давайте спросим, сможет ли он вас простить? Может быть, этот дух подталкивает? Сможет ли он вас простить? Это уже я зацепил. Да. Примирение возможно. Благодаря чему возможно примирение? Кто или что станет катализатором? Потери финансовые. То есть, может быть, вы потеряете какие-то деньги или придется заплатить за что-то, но и физические страдания. Физические, душевные боль и страдания, и муки какие-то, да, когда человек переживает. Вот это может быть. Окей. Хорошо. Давайте просто спросим, есть ли магия в этой ситуации? Это магия, это намерение светлое или это какая-то черная магия? Здесь может быть порча на смерть, но опять-таки только в случае, если вдруг есть соперница и у вас есть какие-то проявления визуальные. Да, отнеситесь к этому раскладу как предупреждение, и если чувствуете, что вдруг прямо портятся отношения и при этом еще и самочувствие, то лучше проверяться индивидуально. Эта карта всегда об красный, желтый свет, будь осторожен, может быть опасность, понимаете. Давайте спросим, что хотят карты вам передать или сообщить именно через этот расклад. Эти отношения стоит продлевать, продолжать. Как минимум, даже если что-то пойдет не так, ты в этих отношениях становишься лучшей версией себя. И каждый в этих отношениях, видите, здесь как бы борьба эго, но вы оттачиваете себя через эти отношения. То есть эти отношения даны вам для развития. Для какого развития? Как минимум, какие-то физические нагрузки вы сможете преодолевать в будущем. И какие-то кармические испытания в будущем могут быть более сильные, вы сможете преодолеть. Поэтому это как минимум вас закаляет в вашей карме. Или эта карма закаляет вас для будущей кармы. Слышите, да? То есть вы получаете иммунитет перед испытаниями в будущем. Сможете ли вы быть счастливыми в этих отношениях? Есть ли счастье в этих отношениях? Здесь нужно просто, понимаете, понимать. Здесь нужно понимать именно логикой. Во имя чего эти усилия? К чему вы идете? И здесь нужно понимать, чего хочет мужчина и чего хочет женщина. Водолей и водолей. Понимаем, разговариваем, общаемся. Поэтому здесь счастье не в молчании. И где-то счастье будет тогда и там, где мужчина будет сильным, ответственным. Здесь шестерка мечей, вот она ответственность. Мужчина должен быть сильным, ответственным и берущим на себя инициативу. И если это есть, тогда да. А если женской инициативы здесь много, то тогда здесь будет конфронтация. И она будет накаляться постоянно. Поэтому достичь счастья здесь достаточно сложно, как я уже сказал. Но можно путем диалога, разговора и посредничества в ваших отношениях. Как медиаторного, как человека, который может быть со стороны это как-то корректирует, так и энергетического, магия. Да. Будете ли вы вместе? Только если не побоитесь, смотри, ездит карта сегодня, только если не побоитесь преодолевать препятствия в этих отношениях. А нужно ли вам преодолевать эти препятствия?
Ну, здесь все по воле духа. И если вы хотите начать заново жизнь или избавиться в своей жизни от того, что не ваше, тогда стоит продолжать. А если не хотите, если вы консерватор, типичный человек, который не хочет ничего менять, ну такой, знаете, как консерватор, да, так он и называется, ну тогда вам эти отношения не нужны, тогда их нужно обесценивать. Давайте спросим, кто он для вас и кто вы для него. Кто он для вас и кто вы для него. Кто он для вас и кто вы для него. Он для вас. Но он для вас имеет очень большое значение, хотя вы где-то, может быть, подсознательно его и боитесь, этого человека, но видя в нем свою тень, она вас бесит, поэтому вот эти вот Луна и Дьявол здесь проявляются вот в этом Левиафане. Кто вы для него? Вы для него София или чистая дева, которая где-то не до конца открыта ему, и он не до конца вас понимает, не до конца понимает, что вы хотите, а если и четко понимает, чего вы хотите, тогда он с этим не согласен, ну а поскольку вы друг друга выбешиваете, договориться вы и не можете. Хорошо. Как может выглядеть союз Левиафана и союз Софии? То есть, как выглядит, теоретически, может выглядеть ваш мир? На что он может быть похож, если Левиафан соединится с Софией? Может появиться гомункул, а гомункул это ребенок, поэтому все-таки ребенок здесь в центре, и главной движущей силой этого расклада есть неожиданность, есть авантюризм, есть рождение ребенка и есть объединение вокруг новых целей. Есть аспект алхимии и магии в этих отношениях, чего мы здесь исключить не можем. И есть аспект соперничества, как между партнерами, так и третьего лица, который, учитывая все нюансы этого расклада, и составляет картину игры в ваших отношениях. У меня есть подсознательное ощущение, что у вас будет все хорошо. Ну а что вы почувствовали, когда выпали последние 3 карты в этом раскладе? Поставьте на паузу и напишите в комментарии, о чем и что вам передали высшие силы через этот расклад. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Мира вам и вашему миру. Берегите себя. Любите себя и миры, которые окружают вас. Оставайтесь на связи и увидимся. Всем па-па.